Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем сегодня с вами общий расклад на самую востребованную тему. Он будет называться «Его мысли, чувства и действия по отношению к вам». У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Итак, кому нужно, ставьте на паузу, выбирайте свою позицию. Первая, вторая, третья. И давайте будем смотреть, начиная с первой позиции. Посмотрим его мысли, чувства и действия по отношению к вам. Итак, первая позиция. Что он думает о вас, о ваших отношениях? Знаете, огорчен, разочарован. Вот здесь могут отыгрываться несвободные отношения. Смотрите, во-первых, идет карта императора. Это символ того, что кто-то может быть не свободен. Да? Либо вы в браке при своем императоре, либо у него семья, у него этот титул, статус императора. В любом случае, о том, что между вами, он сожалеет. Причем понимает, что здесь есть его ошибка, есть его вина. Пятерка кубков – это вот то состояние, когда человек сам виноват и признает это сам. Если между вами была ссора, однозначно настроен на примирение. Если же отношения, как я уже сказала, не свободные, то, конечно же, об этом он и сожалеет. То, что вот именно треугольник, то, что либо он в статусе императора, либо же вы при своем императоре. А что чувствует по отношению к вам? Знаете, а он понимает, что все зависит от него. Но проблема в том, что он сейчас от вас закрыт. Да, он сосредоточен совершенно на другой женщине, королева Пентаклей. Если женат, то это его супруга. Если же он свободен, вы в браке, то здесь другая женщина, но она, знаете, она может быть также не свободна, потому что Пентаклевая королева обычно символизирует либо законную супругу, либо несвободную женщину. Ну, если свободна, то она, как правило, при деньгах, при статусе, возможно, матерью является. В предпоследнем, кстати, одном из моих раскладов отыгралось то, что женщина, она не является его супругой, но она ждала ребенка, да, то есть она была от него беременна, поэтому, но в любом случае, здесь чувство к другой женщине, к Пентаклевой королеве, кем бы она ни была, эмоции, чувства у него не только к вам. От вас он большей частью закрыт. И он даже, знаете, он понимает, что все зависит от него. Он понимает, что вот как он сейчас решит, так и будет. Он сумеет преодолеть трудности, он сумеет преодолеть препятствия, исправить свои ошибки. Важно захотеть. Но здесь такое состояние. Давайте посмотрим, почему здесь вот он закрыт. Ну, понятно, что Пентаклевая королева. Понятно, что из-за нее... Он закрыт, потому что он хочет быть победителем, понимаете? Ему важно не теряться, не разрываться между двух огней, а вот именно занять четкую позицию, к ней идти, понимаете? Поэтому разрываться – это не совсем про него. Именно поэтому, когда думает о треугольных отношениях, испытывает чувство сожаления, чувство вины, как я вообще вот сюда вляпался, как я вообще сюда попал. Порой ему без вас бывает очень одиноко. Порой он испытывает такое состояние, когда сложно, нападает тоска, грусть, ностальгия, но он от этих чувств закрывается, и он старается найти утешение вот в этой другой женщине. А что он будет делать по отношению к вам в ближайшее время? Какие будут действия его? Здесь общение с другой женщиной, верховная жрица, причем, как правило, вот эту верховную жрицу, смотрите, если человек свободен, не женат, то та женщина, к которой он испытывает чувства, она, скорее всего, сама в браке, он понимает, что у него ничего серьезного с ней не получится. Если же он женат, то здесь в любом случае будет общение с другой женщиной, вот с этой вот верховной жрицей. Вам
Он, опять же, может предложить только лишь роль любовницы, только лишь роль, опять же, тайной женщины второго плана. Он все-таки немножко запутался здесь в дамах. Здесь одну от другой будет прятать. Будет хитрить, будет обманывать, будет врать. Да? Семерка кубков — это то состояние, когда мечты, иллюзии, отрыв от реальности. Но вы знаете, здесь будет использовать какие-то шансы. Что это за шансы? Давайте посмотрим. Здесь все-таки будет стараться выкручиваться. Да, он в ограничениях, он понимает, что ему нужно обороняться, ему нужно выбираться из той ситуации тупиковой, в которую он сам себя загнал. Но он сильно-то торопиться не будет. Он сильно торопиться не будет. Для тех, у кого мужчина семейный, он будет вот именно пребывать в семье сейчас. И будет стараться выкручиваться, изворачиваться из того тупика, из того состояния, в который он сам себя загнал. Какие конкретно к вам действия будут в ближайшее время? Никаких. Ждет он. Ждет, выжидает, не спешит, не торопится, старается обойти острые углы. Он хочет уйти от проблем. Он хочет, чтобы те проблемы, которые он сам себе создал, на него не навалились таким, вот, знаете, мощным грузом. Он хочет от этих проблем уйти. Он хочет, знаете, выйти сухим из воды. Поэтому здесь такой у вас товарищ. Видите, какой-то не очень надежный. Благодарю единичек. Идем ко второй позиции. Его мысли, чувства, действия по отношению к вам. Итак, двоечки. Что он думает о ваших отношениях и о вас? Ой, то ли вы на расстоянии сейчас. Вы знаете, вот у многих отыграется то, что вы на расстоянии, да, он либо в поездке, либо предстоит ему какая-то поездка, и он прекрасно понимает, что из этой поездки он вернется, причем он должен вернуться либо с подарком, либо с какой-то хорошей новостью для того, чтобы вас завоевать, либо же здесь какое-то вот временное расставание. Восьмерка кубков — это обычно ухожу для того, чтобы вернуться. Он, либо вы могли уходить к каким-то новым берегам, да, то есть отдаляться друг от друга, но опять же, нужно было уйти для того, чтобы понять, что там, откуда уходили, лучше, и туда нужно возвратиться. Поэтому будет искать шансы, будет ждать шансы для того, чтобы прийти ему как победитель и вновь вас завоевать, завоевать ваше доверие и расположение. Какие у него чувства по отношению к вам? Любит. Кубковый король. Вот прям вот сам вышел с любовью. Причем, вы знаете, здесь любовь такая, когда он понимает, что вы друг другу необходимы. И любовь, она достаточно искренняя. Во-первых, здесь чистой воды эмоции, да, вот самые чистые, самые искренние. Во-вторых, здесь понимание того, что вы прям вот дополняете друг друга, вы идеально друг другу подходите. Вы понимаете друг друга с полуслова, вы поддерживаете друг друга. Вы нужны друг другу, как, знаете, как баланс, да, как две половинки одного целого. Причем все это без какой-то корысти, все это вот именно от сердца идет. Потому что по шестерке пентаклей, да, это карта взаимовыручки, взаимопомощи, но это ни в коем случае не дашь на дашь в вашем случае. Это вот ты мне, я тебе именно от чистого сердца. Не потому что у человека какие-то корыстные планы, мысли. Здесь вот эти планы, они самые искренние, мысли самые искренние, чувства самые искренние. А что делать будет в ближайшее время по отношению к вам? Двоечки. Ой, вы знаете, а вот делать... Ну, у кого ссора, те обязательно помирятся. Помиритесь, но здесь знаете, какой момент? Он будет действовать не совсем решительно. Вот это у него в мыслях, в планах какие-то решительные действия. По факту будет что-то такое не совсем конкретное. У кого-то даже может скрыть от вас некоторые моменты. Однозначно возвращение к вам, однозначно примирение. Но, во-первых, давайте действия еще раз, Паж кубков. Здесь такие вот детские какие-то шаги.
Скорее всего, вот пока был вдалеке от вас, общался с какой-то мадам, общение с которой он не хочет афишировать, и сейчас ему тяжело от этого, испытывает чувство вины. И, естественно, будет какие-то моменты скрывать, десятка мечей, но он хотел бы вообще забыть об этом. Он хотел бы забыть о том, что это общение было, о том, что он нашкодил. Вы знаете, для того, чтобы восстановить вот этот мир между вами, ну, во-первых, у многих здесь может отыграться, что кто-то из его родственников против вас. Вот десятка кубков – это карта семьи. И какие-то разговоры, они были против вас. Ему важно с вами воссоединиться, восстановиться, прийти к компромиссам. Но, повторюсь, здесь какие-то моменты, во-первых, может быть общение. Вот эта верховная жрица у кого-то отыгрывается как тайная женщина, да, ну, так называемая соперница, хотя никакая она здесь не соперница. У кого-то это хитрая родственница, и он находится под влиянием своих родственников, поэтому об этом он вам не скажет. Будут моменты, которые он будет утаивать, и он, знаете, он перед своей семьей, как маленький нашкодивший мальчишка. Вот это является, знаете, таким, как сказать, сдерживающим фактором, который не позволяет ему действовать вот как рыцарь, а вынуждает делать шаги как паж, как ребенок, потому что он очень слушает свою семью, он очень слушает свое окружение. Либо это близкие друзья, либо же это семья. Но придет с примирением. Единственное, что будет, вот как-то, знаете, вот переминаться с ноги на ногу, потому что он вот от этих близких своих людей, папа здесь, папа, мама, вот они, пожалуйста. От этих людей он очень зависим. Но, вы знаете, могу сказать, что в конечном-то итоге они не будут против вас, они примут вас обязательно, и те действия, которые они совершили, они наоборот будут, знаете, вот как в конечном итоге, как помощь вам, потому что и тройка пентаклей, и шестерка жезлов, это, знаете, вот как умение договориться. У кого-то здесь, знаете, даже такие моменты, что сначала были против, а потом наоборот за. Поэтому здесь, да, влияние очень сильное семьи. У каждого, конечно же, своя ситуация. У кого-то сразу же за, у кого-то сначала против, потом за, у кого-то еще какие-то моменты. Но самое главное, что здесь человек придет с примирением, к вам обязательно вернется. Единственное, что вот не вытаскивайте из него клещами те моменты, которые он захочет от вас скрыть. Эти моменты будут связаны, скорее всего, с его родителями, с его семьей. Благодарю двоечек. Идем с вами дальше к третьей позиции. Так, третья позиция. Его мысли, чувства и действия по отношению к вам. Третья позиция. Его мысли, что он думает. Вообще закрыт. Паузы, что ли, блоки у вас. Манипулятор. Такое ощущение, что вот заблокировали друг друга, либо молчанка у вас, а он манипулирует. Он манипулирует, хотя ищет способ для того, чтобы как-то вот проявиться, как-то вот, знаете, к вам выйти на связь. Не исключаю, что есть общение с кем-то из барышень, скорее всего, по работе это общение. Может вас сравнивать с ней. Манипулирует, манипулятор здесь, товарищ такой. Но проявиться к вам однозначно хочет, не знает как, хочет обойти острые углы. Если вы связаны работой с ним, то работа, опять же, станет той тропинкой, тем мостиком, который свяжет вас, который поможет ему выйти на связь с вами, выйти из этой паузы. Что он чувствует к вам? Что он чувствует к вам? Любовь. Он любит. Вы для него вся вселенная. Возможно, вы на расстоянии, но он очень вас любит. Так, королева кубков. Смотрите, сейчас совершенно точно увлечен какой-то другой барышней. Вот в моих раскладах фигурные карты, они всегда отыгрываются как третьи лица. Поэтому, несмотря на то, что любовь у него к вам, причем, вы знаете, такая искренняя, чистая,
Но в момент паузы, либо в момент вот этого расстояния он находит утешение вот в этой кубковой королеве. А что у него с этой кубковой королевой? Давайте посмотрим. Что у него с этой кубковой королевой? Она не свободна. Там есть соперник. Но они, скорее всего, знаете, связаны какой-то общей целью. Интима между ними однозначно нет. Сильное притяжение друг к другу, сильное притяжение, возможно, связано какими-то общими делами, может быть, вместе работают или еще что-то. Но она не свободна, поэтому, ну, как бы так, да, отвлекается ваше отсутствие, но не могу сказать, что у них какое-то общее будущее. Если общее будущее, то вот именно такого больше делового формата, но чувства есть, чувства друг к другу там присутствуют, там прям вот знаете, притяжение, да, эмоции. Это даже я бы сказала, что таблетка от любви к вам. И таблетка такая нормальная, хорошая, у нее получается. Именно поэтому здесь и выходит общение с третьим лицом. И он порой даже вас сравнивает, он порой даже проводит какие-то параллели между вами и между ней. Но к вам любовь, к вам прям чистые чувства искренние, которые такие очень глубокие, очень глубокие. Сейчас как будто на паузе. Вы на паузе и чувства на паузе. Скорее, он думает, что у него есть соперник, но к вам и чувство, и очень сильная страсть. Просто в те моменты, когда нет между вами общения, он старается, знаете, вот именно не бередить вот эти раны, а пребывать в таком спокойном состоянии, чтобы тяжело не было. Что будет делать? Какие его действия будут? Какие будут его действия по отношению к вам? Очень надеется, но откладывает все действия на потом. Ну, во-первых, здесь да, здесь выбирает он между вами и кем-то еще. В тот момент, когда вы на паузе, будет общение, но оно есть, вот с кем-то другим, будет, естественно, это скрывать. Возможно, напишет. У многих здесь отыграется. Вот звезда — это как общение по интернету на расстоянии, но, как правило, это не в ближайшее время, это потом. Звезда — это, знаете, такие долгосрочные планы. Не сегодня, не завтра, а потом, через месяц, через год. Но ваши отношения здесь тоже будут иметь вот именно любовный формат. Здесь каких-то жестких рамок нет, здесь четких рамок нет, но то, что будет происходить между вами, оно, знаете, вот очень огромное значение имеет для вас обоих. Здесь 3 старших аркана. Да, это могут быть отношения на расстоянии, не здесь и не сейчас. Да, это могут быть треугольные отношения, когда есть преграды, трудности, когда вот именно есть, присутствуют третьи лица. Но здесь общение будет долгим. Оно может тянуться, оно может не быть каким-то конкретным, оно может быть как качели. Но это что-то такое долгое, это очень такое долгосрочное. Не отпускаете вы друг друга. Вот прям абсолютно не отпускаете. Да, 4 пентаклей, карта жадности. Вы не сдвигаетесь и с места, имею в виду, не сдвигаетесь, вперед не идете и не отпускаете. Рано или поздно это все, знаете, закончится само собой. Боль пройдет, но все равно у вас как открытые дороги, вы все равно будете связаны каким-то... А чем связаны? Какой-то совместной работы, какие-то общие совместные дела. 3 пентаклей, может, работать вместе будете. Возможно, с предложением по работе, либо по какому-то совместному делу он и выйдет к вам на связь. Но, опять же, здесь что-то неопределенное, здесь что-то вот такое, знаете, когда ходим вокруг да около. Но вы не отпускаете. Боль уйдет, боль утихнет. А с чем связана эта боль? Ну, наверное, с третьими лицами. С чем связана эта боль? Принц пентаклей. Ну, у кого-то, да, у кого-то здесь отыграются соперники. Да, здесь третьи лица замешаны. Либо же, знаете, с тем, что он не может вам просто предложить то, что, по его мнению, вы заслуживаете. Он не может вам дать
то, что сделает вас счастливой. Это он вот так считает, да, то есть ты такая прекрасная, такая замечательная, ты заслуживаешь там все к твоим ногам. А что я могу тебе предложить? Я тебе ничего предложить не могу, кроме вот той любви, которая у меня есть. Я не смогу тебе построить шикарный дом, я не смогу тебе дать то, что ты хочешь, да, красивую жизнь, шикарную жизнь. Мы можем быть только в тайных отношениях. Да, потому что здесь, знаете, ну, не дозрел еще человек. Здесь человек, во-первых, может быть моложе вас, либо у него такой, знаете, вот характер, когда он еще не зрел, да, когда он не созрел, не дозрел. Он считает, что ему делать какие-то шаги такие более серьезные просто пока еще рано. Именно поэтому вот такая вот история долгоиграющая, ни туда, ни сюда, но она будет. И товарищ ваш вас любит. Чувства здесь, конечно же, чувства. Итак, благодарю всех за просмотр сегодняшнего видео. Буду благодарна обратной связи. Пишите в комментариях под видео, у кого как что отыгрывается. До встречи снова в новых видео.